Коллеги, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Биржа копирайтинга – сервисы, позволяющие авторам текстов находить заказы, а заказчикам находить авторов. Для начала работы необходимо зарегистрироваться на биржах, пройти тестирование, подтвердить грамотность и можно приступать к заданиям. Сначала заработок будет небольшим, так как заказчики охотнее отдают задания на исполнение авторам с высоким рейтингом. Чтобы завоевать доверие работодателя, необходимо качественно выполнять заказы согласно техническому заданию, вносить требуемые заказчикам коррективы, быть вежливым и ответственным. На данный момент в интернете существует много бирж фриланса, где зарабатывают копирайтеры, в том числе и я. Каждый исполнитель выбирает ту площадку, которая удобна именно ему. Если вы только думаете, на каком ресурсе зарегистрироваться, то советую обратить внимание на такие нюансы. Первое. Размер оплаты за 1000 символов. Если вы никогда не занимались написанием статей, то лучше начинать с небольших среднеоплачиваемых заказов, то есть это 15-20 рублей за 1000 символов. Профессионалы получают больше, но и требования к их работе выше. Наличие тестов. На некоторых ресурсах есть обязательные тесты на грамотность, без прохождения которых вы не сможете брать заказы. Удобная навигация сайта. Очень важно, чтобы биржа была удобной и с понятным интерфейсом. Благодаря этому вы быстрее вникнете в работу. Вывод денег. На большинстве сайтов установлена минимальная сумма для вывода заработанных средств. Обращайте внимание на то, с какими платежными системами работают сайты. Комиссия сайта. Отдавайте предпочтение сайтам с адекватными комиссионными и хорошим отношением как к заказчикам, так и к исполнителям. Существует 3 вида бирж копирайтинга. Первое – это открытые биржи. Это сайты, где зарегистрироваться может любой желающий. Для этого необходимо просто внести свои данные, после чего можно начинать свою трудовую деятельность. Второе – это полуоткрытые биржи. Это интернет-ресурсы, где зарегистрировавшийся пользователь должен пройти тестирование на грамотность или написать сочинение на указанную тему. Только после этого он будет допущен к заказам. Третий вид – это закрытые биржи. Это сайты, где проводится жесткий отбор копирайтеров. Если вы захотите работать на такой бирже, то приготовьтесь к тому, что у вас попросят предоставить резюме, портфолио, пройти тест или написать небольшое изложение, либо сочинение. Для этого, чтобы вам было легче выбрать ресурс для работы, я вам расскажу про топ-10 самых популярных бирж копирайтеров. Ссылки оставлю в описании. Первый – это etxt.ru. Один из старейших ресурсов и, на мой взгляд, лучшая биржа копирайтинга для новичков. Она себя так и позиционирует. На сегодняшний день уверенно держится в тройке лидеров по популярности из более 5000 исполнителей. Удачно сочетаются возможности заработка на продаже статей и выполнении заказов. У etxt.ru есть собственные сервисы по проверке орфографии, уникальности, услуги корректора. Зарегистрировавшись, вы сразу же получите доступ к любым заказам, но новичку редко доверяют дорогостоящие тексты. Действует система рейтинга и квалификации, на которую ориентируются заказчики при выборе исполнителя. По каждому виду текста отдельная квалификационная шкала от 1 до 3 звезд. Повысить свой уровень можно, выполнив квалификационную работу. Для получения доступа к более дорогим заказам при рейтинге ниже 300 баллов нужно пройти тестирование по русскому языку. Рейтинг рассчитывается в баллах. Каждый балл приравнен к стоимости заказа 10 рублей 1 балл. Минимальная цена за 1000 знаков 5 рублей. Вывод средств на все электронные кошельки. Минимальная сумма вывода 250 рублей. Средняя цена на рейтинг 25 рублей за 1000 знаков. Копирайтинг 50-70 рублей. Комиссия биржи по 5% с исполнителя и заказчика за каждую сделку. Можно зарабатывать продажей статей в магазине биржи. Исполнитель может рекламировать свои услуги, тем самым привлекать потенциальных клиентов. Заказчики могут создать свое объявление, привлекая нужных исполнителей. etxt.ru считается одним из самых доступных ресурсов для начинающих авторов. Прозрачная система рейтинга и свободный доступ к квалификационным работам позволяют быстро выйти из категории новичков. Второе – это Content Monster. Content Monster – биржа копирайтинга, где возможность работать получает всего 12% авторов из-за сложного тестирования и сочинения. Про эту биржу я подробно вам уже рассказывала и показывала, как я там работаю, сколько зарабатываю, что к чему. То есть ссылка в описании, если вам интересно, можете посмотреть. Регистрируетесь и проходите тестирование, подтверждающее ваше понимание копирайтинга, рерайтинга и специфики работы, а потом пишите сочинение на заданную тему. Редакторы
проверяют вашу работу, чтобы оценить уровень грамотности и профессионализма. Если напишите хорошо и уникально, то сможете работать на бирже. Средняя цена за 1000 символов: рерайтинг 40 рублей, копирайтинг 60 рублей. Топовые исполнители получают по 30-40 тысяч рублей в месяц. Так что подготовьтесь к тестированию и сочинению, сдайте и начинайте зарабатывать. Лично мне эта биржа очень нравится, поэтому я вам ее советую. Третье — это Advega. Одна из самых старых бирж, входит в тройку лидеров среди аналогичных сайтов. Среди копирайтеров очень большая конкуренция. Зарегистрироваться на этом интернет-ресурсе может любой желающий. После этого необходимо заполнить свой профиль и переходить к поиску заказов. По итогам работы вам будет присвоен определенный уровень. Он зависит от многих составляющих. Это количество, качество и объема выполненных работ, быстрота доработки, ну и так далее. Данная биржа имеет собственные сервисы проверки уникальности, орфографии и семантики. Достоинство биржи: достойная оплата труда копирайтеров, большое разнообразие заказов, наличие полезных сервисов, небольшая минимальная сумма для вывода заработанных средств. Недостатки — это большая конкуренция внутри биржи. Четвертое — это Copylancer. Copylancer.ru — еще одна биржа контента с 2007 года на рынке фриланса. Здесь зарегистрировано более 40 тысяч исполнителей. Каждый день на бирже отражается статистика посещений и доступных заказов. Доступ к заказам вы получите только после заполнения личного профиля. После регистрации вы можете выставлять статьи на продажу. Для получения доступа к заказам и повышения уровня нужно пройти тестирование по русскому языку. Перейти с базового уровня достаточно легко, если написать не менее 5 SEO-текстов, общий объем которых не менее 3000 знаков. Средняя стоимость 40-60 рублей за 1000 знаков. Чтобы получить заказ в работу, нужно подать заявку и указать стоимость за 1000 знаков. После одобрения заказчиком вы сможете приступить к выполнению задания. За просроченные заказы биржа снижает число доступных для одновременной работы заказов. При выводе средств взимается комиссия заказчика. Даже для новичков есть доступные заказы по 40 рублей за 1000 знаков. Платные услуги корректора обязательны для всех новичков биржи. С каждого заказа снимается 10 рублей за проверку текста. Выполнив несколько заказов, вы получите возможность обходиться без этой услуги. Для копирайтеров, уже имеющих опыт работы на биржах, не составит трудности пройти тестирование и быстро повысить свой рейтинг. Конкуренция здесь не слишком высокая. Количество заказов позволяет выбрать тему. Если же вы решили начинать карьеру с этой биржи, то сразу же сможете узнать, как проверяются тексты на наличие ошибок. Зарабатывать стабильно здесь вполне можно. Пятая биржа — это text.ru. Биржа, где можно выполнять задания по копирайтингу, рерайтингу и делать переводы. Также на бирже действует магазин статей, где можно выложить готовую статью и получить за нее деньги. Биржа начала работать в 2000 году и на данный момент является одной из самых популярных в русскоязычном интернете. На сайте ежедневно появляются сотни новых заказов на различные темы. На text.ru действует система оценки авторов. После выполнения задания заказчик оценивает работу. Хорошие авторы быстро продвигаются и получают доступ к более дорогим заказам. Вы изначально можете подавать заявки на любые заказы, но заказчики выбирают авторов с положительными отзывами и высоким рейтингом. Доступ к заказам зависит также от уровня грамотности автора. Чтобы подтвердить знание русского языка, необходимо пройти тест. Сначала базовый, он легкий, а через несколько дней сможете пройти более сложный тест, чтобы получить продвинутый уровень русского языка. Регистрируйтесь, приступайте к работе. Чтобы писать уникальные тексты, переходите на биржу копирайтинга. Чтобы заниматься рерайтингом, на биржу рерайтинга. На сайте также есть встроенная проверка уникальности, SEO-анализ и проверка грамотности. Шестое — TextSale. Биржа продажи статей. Именно на этом сайте копирайтеры зарабатывают на продаже готового контента. Цены на статьи находятся на среднем уровне. Минимальная стоимость за 1000 символов без пробелов — 20 рублей. Эта биржа статей для сайтов дает возможность также зарабатывать, выполняя заказы. Но для того, чтобы получить доступ к ним, нужно или наработать рейтинг, продавая уже готовые статьи, или заплатить 300 рублей. Если вы решили выгодно продать свои работы, то будьте готовы к тому, что сайт будет забирать 10% от стоимости статьи в качестве комиссии.
Достоинство биржи. Отличная площадка, где хорошо покупают готовый контент. Относительно небольшая комиссия. Недостатки – это частично платный доступ к заказам. Седьмое – cookcomment.ru. Биржа Cookcomment предлагает нестандартный вариант копирайтинга, отзывы и комментарии. Несмотря на это, они очень востребованы среди компаний и разных брендов. Социальная активность, обсуждения на форуме – все это повышает популярность и улучшает имидж. Авторам доступны самые разные задачи: написание комментариев, общение на форумах, просмотр видео и многое другое. За написание небольших комментариев можно получать до 46 рублей за 1000 символов. Это хорошая ставка для новичка. Вы можете попробовать себя в этой сфере, оценить свои возможности, а затем переходить к написанию полноценных статей. Минимальная сумма выплат 100 рублей. Доступен вывод на банковскую карту и на любой популярный интернет-кошелек. Яндекс, деньги, WebMoney, Киви, ну и так далее. Восьмое – Miratext. Miratext.ru – биржа, функционирующая с 2010 года. Вот уже 10 лет сервис позволяет копирайтерам и рерайтерам достойно зарабатывать и находить постоянных заказчиков. Статьи исполнителя Miratext не так просто. Необходимо пройти тест на грамотность и написать сочинение на заданную тему. Зато главным преимуществом биржи является то, что можно сразу получить высокий уровень, если хорошо сдать все экзамены и предоставить ссылки на прошлые работы. Редактор оценит тестирование, сочинение и предоставленные работы, присудит высший уровень на целый месяц. В течение месяца вы должны подтвердить его своей работой на бирже копирайтинга. На miratext.ru 3 уровня исполнителей: опытный, профи и мастер. На бирже комиссия 20%, но цена за задание в ленте указана уже с учетом комиссии, так что вы получаете столько, сколько изначально было указано. Девятое – это TurboText. Ресурс, где созданы идеальные условия для заказчиков. К исполнителям выдвигаются очень жесткие требования. Уже на этапе регистрации происходит отбор авторов, но тех, кто пройдет все испытания, ждут высокооплачиваемые заказы. Этот ресурс ориентирован на профессиональных копирайтеров. После регистрации исполнители обязаны будут пройти тест на грамотность. Если копирайтер завалит тестирование, то пройти его еще раз он сможет не ранее, чем через 1 месяц. В этот период ему будут недоступны заказы, но можно будет выполнять мини-задачи. Например, ставить лайки, делать репосты, писать комментарии, ну и так далее. Кроме тестирования, для того, чтобы получать заказы, придется написать сочинение. Доступ получают исполнители, которые заработают оценку 4 или 5. На бирже действует система рейтинга. Администрация сама определяет ваш уровень, основываясь на оценке заказчиков. Если работы не отличаются качеством, то они без объяснения понижают рейтинг. На сайте нет тендерной системы, как на большинстве бирж. Это значит, что исполнителем той или иной работы назначается автоматически первый копирайтер, который нажал кнопку «Взять заказ». Минимальную оплату в размере от 22 рублей за 1000 символов получают новички. Профи выполняют заказы от 170 рублей за 1000 символов. Выводят деньги только раз в неделю, по понедельникам. Сумма вывода не должна быть меньше 50 рублей. Достоинство биржи – это отсутствует тендерная система, маленькая сумма для вывода средств, относительно высокая оплата труда копирайтеров. Недостатки: вывод средств раз в неделю, жесткий отбор исполнителей, также высокая комиссия, которая взимается только с копирайтеров. Десятая биржа Текстовик. Текстовик, пожалуй, самая молодая биржа в Рунете, основана в 2014 году, пока еще не может похвастаться большим количеством заказов и высокой конкуренцией среди авторов. Тем более, что для доступа к заказам от 100 рублей за 1000 знаков необходимо пройти тестирование. Минимализм в оформлении главной страницы не отражается на стоимости текстов. Каждому новичку после регистрации открыт доступ к заказам до 50 рублей за 1000 знаков. Для перехода на средний уровень необходимо пройти тестирование. На среднем уровне ограничение по стоимости 100 рублей за 1000 знаков. Есть собственный сервис по проверке уникальности. У вас есть уникальная возможность это проверить. Из-за своей молодости текстовик еще не набрал популярности ни у заказчиков, ни у исполнителей. Отзывов в сети практически нет, заказов мало. Основная тема техническая. Кто знает, может быть, через пару лет здесь будет миллионная аудитория, а вы будете топовым автором. Биржа копирайтинга – сервисы, позволяющие копирайтерам достойно зарабатывать, а заказчикам наполнять сайты и блоги, продавать товары, продвигаться в поисковой системе. Пишите качественно, согласно техническому заданию, получайте высокие оценки от заказчиков и нарабатывайте рейтинг. Исполнители с высоким рейтингом зарабатывают по 30-40 тысяч рублей ежемесячно и имеют постоянных заказчиков с интересными темами.
А вы пробовали зарабатывать на биржах копирайтинга? Делитесь опытом и впечатлениями в комментариях. Если остались вопросы, пишите также в комментариях, я обязательно на них отвечу. А у меня на этом все. Спасибо за ваше внимание. Скоро мы с вами увидимся. Всем пока-пока.